Всем привет, вы на канале SuperKit. Сегодня я предлагаю посмотреть на работу зарядной станции у Kitel P2001E+. Она достаточно громоздкая и массивная, почти 22 кг, поэтому имеет две ручки из расчета на 2 человек для переноски, но, как можно догадаться, размер здесь не ради величины габаритов, а из-за содержимого внутри. А внутри находятся литий-феррумфосфатные аккумуляторы общей емкостью 2 кВт-часа. При этом данная зарядная станция, как и положено, может выдавать разные напряжения, имея разделение по смыслу этих напряжений. Производители литий-феррумфосфатных аккумуляторов заявляют, что такие аккумуляторы спустя 3000 циклов заряда будут иметь 80% емкости от изначальной. Интересно, как они тестировали, ведь даже если каждый день заряжать такой аккумулятор, то это почти 10 лет. Каждая группа по напряжению включается отдельно. Самое главное — это 230 вольт. Если быть точнее, то тут написано от 220 до 240 вольт. Производитель уверяет, что максимальная мощность, которую может выдать данная зарядная станция, это 2400 Вт. Такой высокой мощности можно достичь при повышении напряжения от аккумуляторов. Как можно видеть, здесь напряжение на схеме из аккумуляторов 51,2 вольта. Аккумулятор собран из нескольких путем последовательного соединения. Но главное, что повышение до 230 вольт происходит с 51 вольта, то есть в 4,5 раза. Если сравнивать с менее производительными системами, например, от автомобильного аккумулятора, напряжение которого 12 вольт, то разница, в которую нужно повысить напряжение с 12 вольт до необходимых 230 вольт, огромна. И чтобы к автомобильному аккумулятору или любому другому с таким напряжением можно было подключить нагрузку даже 1000 Вт, нужно, чтобы аккумулятор мог выдать ток почти в 100 ампер, причем не кратковременно, а постоянно. Это очень много, поэтому для подключения мощных приборов и стараются сделать напряжение аккумулятора как можно выше. Также здесь есть два обычных порта USB, каждый из которых может выдать до 18 Вт, два порта Type-C по 20 Вт каждый, один порт Type-C на 45 Вт и еще один на 100 Вт. И последняя группа – это напряжение прикуривателя с напряжением 12 вольт, мощностью до 120 Вт, и пара штырьевых разъемов подобного плана, как у роутеров, также имеют по 12 вольт, но на 3 ампера каждый, то есть до 36 Вт каждый. Сразу отмечу, что если у вас устройство требует строго 12 вольт, то с последней группой нужно быть очень аккуратными. Это видно привычка считать, что автомобильный аккумулятор имеет 12 вольт, но по факту при полном заряде он имеет более 13 вольт. И данные разъемы не исключение, напряжение в них 13,5 вольт. Нужно смотреть на технические характеристики того, что сюда будет подключаться. Все разъемы прикрыты резиновыми заглушками, если включить зарядную станцию, то остаточное расчетное время работы оценивается как 99 часов. А на самом деле, я думаю, и больше, просто более чем 99 экран не может показать. Однако включение инвертора приводит к оценочному времени в 48 часов. Таким образом, можно легко посчитать, что инвертор на холостом ходу потребляет около 42 Вт. В нагрузке, я думаю, это значение будет еще выше. Это нужно обязательно учитывать, когда нужно прикинуть, сколько времени сможет работать тот или иной прибор от зарядной станции. Можно подключить сторонний инвертор с более высоким КПД, тогда расход на работу инвертора уменьшится, что позволит дольше пользоваться аккумулятором. Но это усложняет использование, увеличивает его цену, а главное, ничего мощнее 100 Вт подключить не получится, так как единственный способ подключить такой инвертор – это в порт прикуривателя, который ограничен более низким значением мощности. Зарядная станция – это, конечно, задумка неплохая, но остается еще один важный пункт, который игнорировать нельзя – это время заряда самой станции. И если сначала на рынке преобладали зарядные станции, которые заряжались несколько часов, то сейчас популярны с относительно небольшим временем заряда. Эта станция может заряжаться при максимально быстром варианте где-то 1,5 часа. Производитель предусмотрел возможность выбора той мощности, которую за час получит станция. С помощью регулятора можно выбрать подходящий режим мощности для заряда станции среди вариантов 0, 400, 800, 1200 и 1800 Вт в час. Вариант 400-800 – это щадящий режим для аккумулятора. Мощность 1800 Вт, когда времени на заряд немного. Вариант с нулем позволит использовать зарядную станцию в качестве ИБП. Это означает, что подключенные приборы к зарядной станции будут работать от сети, а не от аккумулятора, что позволит не драконить аккумулятор постоянной зарядкой. В таком режиме станция заряжаться не будет, что подтверждается статусом аккумулятора «разряжается».
Это и есть работа в качестве бесперебойника, и если электроэнергия пропадает, то станция автоматически возьмет раздачу электричества на себя, что можно видеть по остаточному времени работы станции на примере ее отключения от сети. И, соответственно, как только электричество появляется вновь, в моем случае при подключении в розетку, станция вновь начинает работать в качестве бесперебойника. На абсолютно разные зарядные станции среди огромного количества отзывов можно видеть и негативные, которые описывают случаи выхода из строя этих устройств. Много случаев негарантийных. Это приводит к большому расстройству покупателя. Но, скорее всего, действительно виноват именно покупатель. Не тем, что он делал что-то неправильное с зарядной станцией. Главная проблема таких ситуаций кроется в диапазоне входного напряжения. Например, на зарядной станции ООО «Китель» указано, что входное напряжение должно быть от 200 вольт до 240 вольт. Как вы понимаете, напряжение легко может оказаться вне этого диапазона. Так, если напряжение уходит за 250, а может и 260 вольт, то это уже очень серьезное отклонение. А это и есть причина выхода из строя такого недешевого устройства. Большинство людей даже не знают, какое напряжение в их сети. Для предотвращения такой ситуации я купил отсекатель, через который и буду заряжать свою зарядную станцию. Конечно, сглаживания напряжения не будет, но пусть лучше данный аппарат отключит зарядную станцию от сети, чем она сгорит. В реле напряжения Zuber можно не только установить граничные напряжения, при достижении которых будет происходить отключение подключенного через реле устройства, а и выставить время, через которое устройство вновь получит доступ к сети. Это сделано для случаев, когда напряжение около граничного к отключению значения и при этом постоянно меняется туда-сюда на 1-2 вольта. То есть выходит за рамки ненадолго и возвращается обратно почти сразу в допустимый диапазон. Чтобы устройство не включалось и не отключалось каждую секунду, можно установить то самое время ожидания, за которое напряжение может устаканиться на другом значении, и либо вновь вернуться в границы допустимого и устройство продолжит работу, либо еще больше выйдет за установленный предел и реле напряжения будет блокировать очередное включение главного устройства, что позволит избежать его выхода из строя от нескольких включений и отключений за короткое время. При этом текущее напряжение можно наблюдать на экране реле напряжения. Почти все зарядные станции, и это не исключение, могут заряжаться не только от сети, а и от солнечной батареи. Допустимые параметры по напряжению составляют от 12 до 60 вольт, а ток до 15 ампер. Общая максимальная мощность при заряде от солнечной батареи 500 Вт. У меня нет солнечных батарей, поэтому тут могу сказать только о характеристиках. Все необходимые кабели для подключения как к сети, так и к солнечной батарее лежат сверху станции под крышкой. Подключаются кабели для заряда станции к соответствующим разъемам, которые находятся на правой боковой панели под крышкой. Как только включается инвертор, внутри станции включается вентилятор. Он будет работать всегда, независимо от нагрузки. Шум, который в таком случае создается, где-то равен шуму от компьютера с дешевым боксовым охлаждением, которое работает на максимуме. Если станция находится в той же комнате, то это напрягает. Ее всегда можно вынести на кухню и провести оттуда удлинитель, но есть и другой способ. Я, правда, по крайней мере, пока не решился на него. В отзывах есть информация, что есть новая прошивка, в которой это учли, и вентиляторы после обновления прошивки не работают вообще до достижения станции какой-то температуры, которая при маломощных нагрузках недостижима. То есть фактически можно получить бесшумную работу. Еще один из плюсов тишины – это отсутствие затрат части емкости аккумуляторов на поддержку работы вентилятора или вентиляторов. Честно, я не знаю, сколько их внутри. Тут уже вам решать в случае покупки, так как все риски на вас. Я пока что немного видел зарядных станций, но чтобы здесь подключиться для наблюдения и управления с телефона, нужно получить 3 высших образования, а также включить все – Wi-Fi, Bluetooth, GPS и даже сходить в АТБ. Для скачивания программы можно навестись на QR-код в инструкции, но потом у меня должен быть аккаунт почты, аккаунт для данной программы, в котором можно зарегистрироваться через подтверждение на почту. После чего вас попросят в установленном приложении подключить телефон именно на Wi-Fi 2,4 ГГц, а уже перед соединением с зарядной станцией нужно ее перезагрузить. И после ее нового включения опять включить режим для соединения со смартфоном.
Я забыл сказать, что сделать это можно только с помощью скрепки, которая идет в комплекте, так как зачем-то кнопку для активации беспроводного подключения к телефону спрятали внутри зарядной станции. И после всего этого мне наконец удалось зайти в меню, где из полезного, то чего нет на панели управления самой зарядной станцией, можно изменить напряжение между вариантами 220, 230 или 240 вольт, увидеть остаточное время работы не только в часах, а и с минутами, а также изменить частоту с 50 на 60 Гц. Здесь же видна шкала температуры, на которую очевидно и опираются более новые прошивки, включая вентилятор не по факту включения инвертора, а когда будет достигнута конкретная температура внутри зарядной станции. Еще из действительно полезного можно установить максимальный процент уровня заряда аккумулятора. В некоторых источниках пишут, что это аккумуляторам полезно. Еще таким образом можно настроить режим бесперебойника, зарядить аккумулятор до 100%, затем в меню выставить максимальный лимит до 90% и пользоваться зарядной станцией как транзит электричества от сети к нужному оборудованию. По идее, так как полностью заряженный аккумулятор и так заряжен выше установленной планки в 90%, то он не должен заряжаться в таком случае, но зато при исчезновении электричества работа оборудования перейдет на работу от аккумулятора. В данной зарядной станции мне это не нужно, так как на панели можно выставить мощность заряда 0, что и так будет означать работу зарядной станции как источник бесперебойного питания. Но в качестве альтернативы настройки ИБП вариант интересен, так как в случае появившегося электричества зарядная станция сама начнет заряжаться, чего не будет происходить при установленной мощности заряда в 0 в описанном ранее случае. По всем остальным характеристикам, поскольку изначально станция настроена так, что здесь уже включены те режимы, которые соответствуют моим приборам, то менять ничего не пришлось. Версия прошивки видна, она действительно 101. Но куда в меню нужно зайти, чтобы обновить ее, я не нашел. Хотя обновлять и не собирался, так как уже и говорил, мне стрёмно кирпичить такое устройство. Интересно, что потребляемая мощность приборами, которые подключены к зарядной станции, выше, чем эти же приборы, подключенные в сеть. Я больше верю показаниям электросчетчика, поэтому считаю, что не совсем точные показания именно на станции. Если говорить именно про эту станцию с ее максимально возможной выдаваемой нагрузкой до 2400 Вт, то сюда можно и стиралку подключить, в моем случае это около 750 Вт. Правда, это не совсем логично будет. Такие приборы, как микроволновка, обычно около 700 Вт, кипятильник, обычно 500 Вт, телевизор, обычно 50 Вт, компьютер, в моем случае это до 60 Вт, настольная лампа, обычно от 3 до 12 Вт, подключаются без проблем. Поскольку станция выдает электричество с чистой синусоидой, то сюда можно подключить приборы, которые имеют электродвигатель. Это прежде всего касается газовых котлов, так как зарядную станцию покупают часто именно для беспрерывной работы отопления. Бывает, что если нет заземления или ноль не такой, как в розетке, то котел может выдавать ошибку. Это вам уже лучше поговорить с электриком, чтобы он подсказал, как обойти эту проблему. Но чисто технически такой проблемы и не должно возникнуть. Сколько все эти приборы будут работать по времени, зависит от их потребляемой мощности. В начале видео я показал, что станция на холостом ходу со включенным инвертором потребляет около 42 Вт. Таким образом, условный телевизор с потребляемой мощностью 50 Вт проработает часов 20, что и показывает таймер остаточного времени работы при подключении моего компьютера, который как раз около 50 Вт и потребляет. То есть за этот период получится так, что телевизор или другое устройство потребит столько же, сколько и инвертор зарядной станции. В свою очередь это будет означать, что КПД при таких раскладах будет 50%. Чем выше мощность устройства, тем выше КПД по полезной энергии получите вы, но тем меньше это устройство проработает, так как оно быстрее исчерпает заряд встроенных аккумуляторов. Кстати, средний холодильник проработает где-то как и телевизор. Он потребляет больше телевизора, но работает не беспрерывно. Для примера, мой холодильник потребляет около 1 кВт в сутки. Тот факт, что данный девайс работает именно так и потребление инвертором занимает такой существенный процент, это проблема не только этой зарядной станции. Они плюс-минус все так работают. Что более раскрученные EcoFlow и Bluetti, что менее известные бренды. И чем меньше емкость, тем меньше можно вынуть из такой емкости полезной энергии. Это и так понятно, но, например, есть станции с емкостью в 250 Вт-час. Если вы думаете, что ваш телевизор с мощностью 50 Вт проработает 5 часов, то не тратьте деньги, потому что он вряд ли проработает и 3 часа.
Если вы хотите выжать больше, то нужны сторонние действия в виде приобретения инвертора с более высоким КПД или подумать о том, как сойти со своими приборами на более низкое напряжение. Как и говорил в начале, производитель якобы Oukitel. Однако я видел такую же точно станцию от другого производителя, что лично меня наталкивает на мысль, что разные компании заказывают для себя на каком-то одном заводе типовое устройство и потом продают под своим брендом. В моем случае производитель или магазин, или они оба вместе, дают 2 года гарантии. Мне фирма Oukitel известна смартфонами с аккумуляторами повышенной емкости. Впервые эту фирму узнал где-то году в 2016. Цена на подобные устройства – это как акции на фондовой бирже. Кто купил раньше при отсутствии пикового спроса, тот заплатил заметно дешевле. В пик спроса подобное устройство стоит весьма существенные суммы. Есть, конечно, и беспроцентные рассрочки, но мне кажется, что это поможет не всем. В одном из роликов я рассматривал низковольтное напряжение и приборы, которые можно на таком напряжении использовать. Среди таких приборов может быть и компьютер с большим монитором, и обычная лампа со стандартным цоколем E27. При отсутствии возможности в приобретении зарядной станции большой емкости советую не игнорировать возможность перевода устройств на низкое напряжение. Это позволит эффективнее использовать накопленную станцией энергию вплоть до более чем двухкратного значения. В своем видео на примере монитора 27 дюймов, который я подключал и через 20 вольт без блока питания, и через 230 вольт с блоком питания к одной и той же зарядной станции, можно было видеть, насколько больше такой монитор проработает от подключения к напряжению 20 вольт. Возможно, покупка устройств, которые смогут проработать на низком напряжении, обойдется дешевле, чем разница между дешевой, но менее емкой по заряду станцией и между дорогой, но с большим аккумулятором. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!